Представители знака зодиака Скорпион, Скорпионы и Скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, 2024 год. События 2024 года и как изменится моя жизнь. Давайте на события посмотрим, что думают карты и Таро. В последующем я сделаю видео на 12 домов гороскопа, и мы рассмотрим ваш знак по сферам жизни. А сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели именно события. Вот такой общий гороскоп, немножко забежим вперед. И 2024 год – это по восточному или китайскому календарю год дракона. Это високосные года, и они простыми не бывают. Собственно говоря, и все планетарные явления и события, опять же, те, которые уже произошли и начали происходить где-то с начала 2023 года, они уже нас словно подготавливали. И я в некоторых видео в течение года повторяю, что 23 год – это год адаптации, потому что 2024 год – это год реформ, преобразований. Вот от этого мы не уйдем. Начиная с начала марта, когда Сатурн перешел в Рыбы, это если Сатурн меняет знак, это уже есть какая-то реструктуризация, новая иерархия. Что-то будет работать совершенно по-новому, и значит, от чего-то старого мы неизбежно откажемся. Ну и понятно, Плутон, который переходит в знак Водолея, но еще в 23-м году он как будто вернется в Козерог, и окончательно уже в Водолею он перейдет на 20 лет, практически до 2043 года. И тоже на нас это все будет оказывать влияние, потому что Плутон меняет какую-то структуру нашей жизни вообще, наше мировоззрение меняет. Вот на пороге таких событий в такое время мы с вами живем. Кто такой дракон? Это мифическое животное. Это тот, кого нет. Но считается, что дракон может пойти даже на какое-то отрицательное дело в одиночку и может выйти победителем. Стоически способен выдерживать длительное напряжение, и поэтому всех людей, которые более активны, дракон, безусловно, будет поддерживать. И бытует мнение, что дракона как будто можно обмануть один раз, где-то это можно перенести значение на людей. Но тайное всегда становится явным, и в гневе он страшен. Вот поэтому тут еще и с учетом Плутона, как будто тайное станет явным. Вот этот элемент, можно взять себе на вооружение. Пусть пройдет какое-то время, но какая-то правда, она все равно словно выползет наружу. Дракон всегда, словно феникс, возродится из пепла. И в этом значении как раз год 2024. Это какие-то реальные изменения приведут к непредсказуемым событиям и возможные метаморфозы. Мы теперь даже не можем просчитать что-то, но пришло время снести устаревшее и построить заново. Вот этот образ птицы Феникса и возрождения по дракону как раз и проигрывается, и проходит. Много будет в целом преобразований. Это будет время задавать вопросы, принимать решения и, главное, занимать определенные позиции. И если мы говорили 23-й год, в котором мы сейчас с вами живем, это год адаптации, а в 24-м нам важно будет выбрать свою какую-то позицию, свой фарватер, который надежный, который нам обеспечит, может быть, как и профессиональное продвижение, как обеспечит материальный достаток, как люди, которые вокруг нас, как социум, в котором мы находимся, это все будет оказывать в целом влияние. Но мы должны четко понимать, к чему мы идем, что в конечном итоге, какого качества жизни мы хотим достичь. И некоторые ситуации в течение года будут требовать от нас, наверное, как у того дракона, силы воли и мужества. Плутон в течение года будет навязывать нам что-то необратимое. И под его влиянием мы не можем изменить курс развития событий. Мы можем только допускать как альтернативные варианты. Где-то быть готовому к неожиданностям определенно стоит. Это так в общем. Давайте узнаем все же, что думают карты. Не всегда прогнозы на Таро совпадают с планетарными предсказаниями. Все-таки у каждого своя история, поэтому будем реалистами. Но вы люди очень интуитивные. Я думаю, что как раз какой-то инсайт вы получите, или мы с вами приятно проведем время. Я так надеюсь. У нас сегодня 3 колоды, и мы зададим по событиям важные вопросы.
Первая у нас будет колода Золоченого Таро. И карту мы достанем. Важное событие. Чем мне запомнится год 2024? Может быть, чему нам придется больше внимания уделять? Или какая тема, может быть, основная, будет заключать в себе множество событий, но это будет вокруг чего-то одного. Давайте узнаем, что нам карты скажут. Итак, важное событие. Какое новое событие или вообще что нового войдет в мою жизнь? Что, может быть, начнется как раз в 2024 году? Как дебютом будет? Какое неожиданное событие может быть в моей жизни? И на колоде Таро иллюминатов продолжим. И достанем карту, зададим такой вопрос. Какие события меня будут радовать? Принц Пентаклей, я ее называю марафонский забег. Это, знаете, тот забег, по сути дела, это наше благополучие и качество жизни с прицелом на будущее, лет на 10-20. Когда мы готовы к чему-то прилагать усилия, не ожидаем какого-то такого вау скоропалительного эффекта или какого-то успеха такого скоротечного, но столь же быстро и уходящего, а мы вот надежности уделяем внимание как в работе, как в отношениях, как в чувствах, ну так и, кстати, в деньгах. По этой карте, может быть, что нас будет радовать, если мы спросили, и карта выпрыгнула, к нам кто-то придет на помощь. Может такое быть. Нам могут помочь как деньгами, как каким-то советом. В целом будет, видимо, на вас оказывать влияние и радовать ваше положение в социуме или ваше ближайшее, может быть, окружение. Вот правильные люди, которые вокруг вас, они будут определять какой-то фон в вашей жизни, который может радовать. От нас будет зависеть, кто же нас окружает, и мы можем сделать так, чтобы наша жизнь по многим параметрам была более надежная. Проверка может быть, извините, как я говорю, на педикулез или на вшивость людей, своего окружения. Но, видимо, это стоит сделать, раз карта нам об этом говорит. Итак, что нас будет радовать в 2024 году? А что нам будет помогать? Давайте еще одну карту, что нам может препятствовать или помешать как-то. И у нас колода 78 дверей, метафорические карты. Мы после откроем их и зададим вопросы, какие двери передо мной будут открыты или что я смогу осуществить. Итак, важное событие. Вы должны быть счастливы. Вот мне хочется сказать эту фразу, потому что она такая всеобъемлющая. Туз кубков. Здесь и про эмоции, здесь и про полноту чувств. Здесь, ну и не только про чувства, хоть у нас и кубки, но все-таки это, знаете, когда кубок изливается, как будто амврозия, это значит, во всех сферах жизни должен быть порядок. И есть к этому тенденция, и значит вам высшие силы, назовите это как угодно, но Вселенная или у каждого по-своему восприятие это проходит, но туз кубков действительно говорит о балансе по всем сферам жизни. Это то, что нас радует и дает ощущение, что у меня все сейчас благополучно. У меня сейчас, наверное, так, как я бы хотел. У меня что-то удается совершить. Или то, к чему я прикладываю усилия, меня тоже радует. Безусловно, все же у нас это кубок. И поэтому личная жизнь, мои дорогие скорпионы, она тоже вас должна радовать. Значит, к этому будут предпосылки, просто чтобы вы были счастливы. Ну и понятно, мы сами навстречу этому счастью должны выйти навстречу. То есть, если просто так сидеть и где-то застрять в каком-то глубоком анализе из прошлого, понятно, это нам не поможет. А вы вообще, мои дорогие скорпионы, вы маги и волшебники, вам нельзя хандрить, понимаете? Иначе вы себе можете наколдовать, ведь мысль материальна. И поэтому то, что мы думаем сегодня, оно реально мы получаем завтра. Это работает железно. И если мы на пару дней застряли в каком-то там глубокомысленном рассуждении или смотрим вглубь себя, вглубь прошлого, то, что прошло, а мы еще пытаемся проанализировать,
то мы застреваем не просто на эти 2 дня, когда мы думаем, а мы застреваем сразу, ну, порой на месяцы. Вот настолько мысль работает. Поэтому думаем позитивно. Наколдуйте себе чего-нибудь замечательного, мои дорогие. Идем дальше. Что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие? Карта праздника. Праздник должен войти в вашу жизнь. Что начнется? Праздник начнется. Начнется, может быть, правильное взаимодействие с людьми. Может быть, правда, события, ну, периода 2024 года каким-то образом профильтруют ваше окружение помимо вашей воли. Видимо, люди, которые будут те, которые, может быть, вам не нужны, как будто или являются отношения балластом, они будут уходить. Вы будете что-то новое отстраивать. Определенно праздник как будто в вашей жизни уже обеспечен. Мне нечего добавить. Туз кубков и тройка кубков говорит нам как раз о прекрасном периоде жизни. Замечательно. Какие неожиданности? Нет неожиданностей для Скорпиона. По карте умеренности это гармония в душе, это баланс душевный. Это где-то, когда мы себе не придаем ускорения там, где это не нужно, когда все идет своим чередом, когда мы что-то не педалируем, не форсируем, но и с другой стороны мы, ну, где-то не застреваем в тех ситуациях, которые нужно уже отпустить, закончились, да. Мы больше оптимизма, больше спокойствия, больше, ну, позитивных эмоций, безусловно, потому что по карте умеренности, ну, есть такой элемент, как душевный, эмоциональный баланс сам по себе. И если мы сказали в начале видео, что нам это помогает, то на неожиданности выпадает как раз эта карта старшего аркана, и значит у вас будет такая возможность, видимо, благодаря вашей интуиции, вы можете просчитать любое где-то событие или ход развития той или иной ситуации, и вам это в целом придает уверенности, потому что по умеренности идет где-то и уверенность, а стало быть, нет как таковых неожиданностей. Понятно, что какие-то шероховатости будут, но они не имеют, видимо, глобального значения в вашей жизни на 2024 год. Что нам будет помогать? Стабильность, порядок, надежность, может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, или просто, если мы не привязываемся к гороскопу, знаком зодиака, это те люди, которые сделали себя сами. Это, в принципе, энергетика этой карты и про нас может говорить, когда мы рассчитываем сами на себя, это очень по-вашему, между прочим, и когда у нас, знаете, нет ненужных иллюзий, чтобы потом не было разочарований, когда у нас нет где-то, знаете, желания продавить какую-то ситуацию, потому что мы понимаем где-то так мудро, что сколько ни педалируй, толку не будет, все решится само. Вот размеренный образ жизни, но, безусловно, еще и что нам помогает, финансовое благополучие, это тоже проигрывается по этой карте. Прекрасно, правда? Посмотрите как. Что будет помогать? Это что будет радовать? Еще одна карта. Но если помогать, тройка пентаклей – это когда мы открыты миром. Это своеобразный экзамен жизни. У кого-то буквально это карта ученичества еще и карта экзамена. Кто-то будет учиться, может быть, изучать языки, осваивать новую профессию. Может быть, ту профессию, которая даже вы в одной какой-то сфере профессионал, но вас что-то может увлечь. У нас здесь тройка кубков. Вы можете оказаться в такой компании, когда, посмотрите, у вас 2 тройки. И тройка – это всегда прогресс, это всегда как будто в будущее нас что-то уводит. Мы подводим своеобразный итог, вот этот экзамен сдаем, и мы уже смотрим дальше с оптимизмом. У нас есть какой-то простор для творчества, для вдохновения, для работы, может быть, да, мы говорим, новые какие-то, как могут быть и грани сотрудничества, так и ваша деятельность, она, в принципе, может тоже в 2024 году поменяться. Или, предположим, у вас свой бизнес, значит, вы его расширите. Каким-то образом поменяйте статус, мои дорогие. Иногда предвестником смены статуса эта карта тоже идет. И этот статус может меняться у вас. Первое. Или от того, что мы заработаем много денег. Правда. Все-таки финансовый статус, он влияет на наш статус в целом. Когда мы можем изменить свою личную жизнь. У вас здесь
туз кубков, вполне вероятно. Как-то мы изменим, может быть, кто-то замуж пойдет или женится, а кто-то прежние отношения уже в них разберется, и тогда все равно у нас туз кубков как будто построит новую, более счастливую историю. А для кого-то из вас это, знаете, взлет по карьерной лестнице, даже если это не ваш бизнес, а просто мы делаем карьеру. И тогда это тоже на прогресс, это успешно. И тогда, конечно, пожалуйста, новое окружение вокруг вас как будто тоже обеспечено. Сплошной прогресс, мои дорогие. Ладно, а что нам может помешать? Я бы не сказала, что со всеми этими картами, мои дорогие скорпионы, что-то может помешать. Но, тем не менее, по королеве мечей, видимо, ситуации будут разные. Где-то наша холодность или где-то, если мы соскользнем в прошлое, это ведь у нас прообраз Юдифи, которая как раз хотела разобраться и таки разобралась, отрезала буквально ту ситуацию, которая тянулась длительное время. Ну, значит, в плане, если мы рассматриваем, что скорее помогать нам может, если мы с чем-то разберемся, в чем-то поставим точку. А если мы где-то вот такие холодные энергии, желания, да, вот совсем, может быть, разобраться с тем, чем и не нужно разбираться, мы же все-таки в позиции, что может помешать, смотрим. Если мы где-то такое, знаете, агрессию холодную проявим, в плане, ну, резких слов или уйти, хлопнув дверью, ну, значит, есть какой-то риск, что мы впоследствии можем пожалеть. То есть нужно принимать решения холодной головой. Безусловно, нам не должны мешать эмоции. Иначе, если мы видим, что, да, что-то себя изжило, что-то утратило смысл, значит, ну, где-то безэмоционально, руководствуясь, наверное, критическим мышлением, принять, что, ну да, нет прогресса, значит, точка. А если может так сложиться, что или человек нам еще может пригодиться, буквально так, потому что так бывает. Мы уходим иногда буквально с кем-то поссорившись, а потом как нарочно нас судьба сталкивает, чтобы решить какой-то вопрос. Вот этот момент вы по этой карте, ну, так немножко себе в подсознании где-то держите. Может быть такая ситуация. Или это может быть, когда мы можем дать волю чувствам, а в последующем где-то пожалеть, что много сказали. Вот такое тоже может быть. По этой карте нам советуют вообще быть где-то немногословным и о своих планах не говорить. И тогда вот этот факт, он нам будет помогать. Давайте мы... Прекрасный расклад. Давайте мы узнаем на колоде 78 дверей. Ключевое значение двери, открытые и закрытые они. Ну и ключи тоже. Нужно подбирать этот ключ или нет. Какие двери будут открыты или какие возможности передо мной появятся в 2024 году. Что для меня будет во благо. Как карты видят. Еще одна карта королевы мечей, и мы с вами уже говорили, что для вас, мои дорогие скорпионы, важно будет не застрять в мыслях о прошлом. И вот, видимо, нет дверей, и если мы говорим, какие двери, нам как будто мы себе можем сами эти двери закрыть, потому что мы начнем, знаете, это вот по королеве мечей в этой колоде у нас женщина нарисована, которая себя вспоминает в молодости и что она там могла бы совершить, но не совершила. Вот эти те мысли с глубоким анализом. Вот если бы я поступил вот определенным образом тогда, то, возможно, теперь бы было как-то иначе. Или, если бы я тогда не отказалась от чего-то, значит, теперь бы у меня было там что-то, предположим, да. Ну, вот это то, чего, по сути дела, нет, и то, что не имеет смысла. И если мы спросили, какие двери будут открыты, самое главное, дверей как будто нет, открывать нечего. Для нас вообще пространство открыто. Собственно, об этом, посмотрите, все карты сказали. Но именно вот эти, те эмоции, которые со знаком минус, и которых нет и не будет. Отпустить прошлое, не вспоминать о том, что уже произошло, раз, а во-вторых, мы это никак не перенесем в будущее. Давайте мы еще раз узнаем, что же, какие двери будут открыты. Отшельник.
И знаете, по этой карте, ведь это у нас мудрец. Мудрец, который где-то способен проложить себе и провести свой какой-то личный проект или осуществить его в одиночку, пройти какой-то путь, надеясь на самого себя. Дверей как таковых, мои дорогие, просто нет. Единственное, что могут быть какие-то тут у нас как будто девушка изображена, которая предлагает, ну, корзину с фруктами. Это символически какие-то соблазны. Видимо, будут какие-то, если у нас рядом королева мечей, периодические мысли, которые могут быть в виде сожаления, вот то, что я сейчас сказала, чего я там, ну, не создал, что у меня не случилось, не срослось, может быть, не получилось построить в какое-то далекое будущее. Вот это нам в целом может мешать. Какие двери? Да любые двери перед вами будут открыты, если вы где-то будете мудры, прислушаетесь к интуиции и будете рассчитывать сами на себя. Вообще это очень по-вашему. Поэтому если вы будете в своих энергиях, это у нас старший аркан отшельник, и я эту карту люблю, знаете за что? Когда нам выпадает, я четко знаю, мне никто не мешает. Поэтому главный, наверное, ответ в этих двух картах будет, какие двери открыты. Да все открыты двери на самом деле. Нам и карты об этом сказали. И стало быть, мы только сами себе можем помешать. Причем всего-то навсего мыслью. Ну вот, мои маги и волшебники дорогие, мысль материально, помните об этом. Фактически преград нет. Хорошо, что же я смогу осуществить? Ну вот, четверка жезлов– это праздник после победы. Нам еще раз говорят обо всем том, что я говорила, подтверждает карта. И нам здесь показывают теплый уютный дом. И даже если снаружи какая-то вьюга, холод или темнота, у нас есть место, тот наш райский уголок надежности, спокойствия, удачи, там, где мы можем расслабиться, там, где мы можем предаться вдохновению, там, где можем чувствовать себя в безопасности, можем быть сами собой. У нас есть личная жизнь. Я почему так как бы обобщаю именно личная жизнь? Потому что у каждого своя сейчас на повестке дня история. Кто-то собирается создать, может быть, семью, а кто-то один или одна. Но значит, карта нам говорит не быть одному или одной. И именно как минимум пара у нас здесь показана. И дети, понимаете, семья. И, собственно, с этого у нас наш прогноз начался. И, видимо, для вас, мои дорогие, что я смогу осуществить? Быть счастливым, получить тот самый праздник, получить ту самую победу, построить, может быть, дом или решить вопросы с недвижимостью, с жильем, возможно, переехать куда-то. У каждого свои какие-то планы, но для вас, мои дорогие скорпионы, нет ничего невозможного. Единственное, не мешайте себе, мы про мысли уже проговорили. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.